Всем привет! Сегодня я снимаю такое, с одной стороны, болтологическое видео, вот, а с другой стороны, и парфюмерное тоже в том числе. И я хочу рассказать сегодня о сериале, который я недавно посмотрела и который произвел на меня просто потрясающее впечатление, неизгладимое, и заменил мне, наверное, несколько сеансов психотерапии. Просто произвел на меня очень большое впечатление и очень мне понравился. Ну, начнем с того, что это сериал, который относится к тому жанру, который я вообще последнее время не смотрела уже несколько лет. Это комедийно-драматический сериал. А, Он называется «Просветленная». Состоит из 2 сезонов. Там небольшие, недлинные серии, всего по полчаса. И где-то по 8 серий в сезоне, по-моему, точно не помню. В общем, в сериале играет главную роль актриса Лора Дерн. Ну, если кому-то интересно, кто будет смотреть, то ну, это достаточно симпатичная актриса, как на мой взгляд. Ну, хотя там в комментариях многие писали, что она какая-то страшная, какая-то некрасивая. Но просто, вы знаете, это настолько человек, который имеет такую харизму, имеет такую взрывную энергетику, что просто ну, как бы уже перестаешь концентрироваться на внешности и даже перестаешь там замечать какие-то, возможно, хотя это действительно симпатичная женщина, никак ее нельзя назвать страшной, но даже если какие-то есть там в ее мимике какие-то моменты, где она не очень хорошо выглядит, но просто этого не замечаешь, потому что это настолько ну, или это сама актриса, или это роль, или сочетание и того и другого, вот придают ей такой какой-то шарм, такую привлекательность. И в общем, этот сериал вот крутится вокруг истории вот этой женщины, да. Ам, и я когда наткнулась на постер этого сериала, я просто до этого смотрела триллер и потом решила что-то, ну, поискать еще в том же духе. И почему-то мне где-то попался в рекомендациях вот этот постер. Я добавлю его в видео. И почему он меня привлек, вот я так уже думала, почему я решила посмотреть. В тот момент у меня как раз такое было состояние, вы знаете, такое несколько депрессивное, ну, мягко говоря. И, наверное, вот на постере вот это лицо этой изображенной женщины, просто, ну, такой вот плачущий, да, злой, недовольный. Настолько, наверное, как-то я увидела, наверное, себя в этом человеке, что-то похожее на свое состояние, и почему-то я нажала на этот сериал, и ну, просто я с первой же серии, эта история меня очень затянула. Просто с первой серии невозможно оторваться от просмотра. Я несколько дней его смотрела, просто не останавливаясь. В общем, история там такая. Я не буду слишком спойлерить, вдруг кто-то из вас захочет посмотреть, но в общем и целом, да, что мы имеем. Там женщина, которая совершила там несколько или массу каких-то ошибок в жизни, да, и при этом получила состояние депрессии в итоге. Она едет лечиться в реабилитационный центр, и в принципе, история начинается с того, как она уже возвращается из этого центра и пытается наладить свою жизнь, да, скажем, собрать ее по осколкам просто. Пытается наладить рабочие моменты, вернуться на работу, возможно, чтобы снова построить карьеру, которая у нее, в принципе, была уже, но теперь нужно все начинать сначала, так как она разрушила эту сферу своей жизни. Потом и какие-то личные моменты тоже, в личной жизни тоже у нее там было все не слава богу, и м, тоже все не ладится. А женщина уже, скажем так, бальзаковского возраста или где-то ближе к этому, где-то, в общем, около 40 лет ей, ну вот как и мне, да, и поэтому, наверное, эта история так вот срезонировала со мной, вот почему-то так вот меня зацепила. Почему зацепила? Потому что очень многие моменты этой истории были и в моей жизни, поэтому вот просто очень многие моменты очень мне запали в душу, потому что я увидела в этой героине себя, да, вот тоже пытающуюся там что-то исправить, что-то сделать, и поэтому
течение этого фильма, я не знаю, сколько раз вот у меня и слезы на глазах появлялись, там, хотя этот сериал, он такой и с юмором, как бы и комедийный где-то, но там не комедия является основной линией, да, и основной целью сериала, совсем не комедия. Там, в общем, эта героиня начинает строить свою жизнь, пытаться, по крайней мере, вернуться на работу, там у нее не ладится, все это сразу не получается, ну, то, как она это ожидала, да, вот, и она сталкивается с тем, что и место ее в компании уже занято ее бывшей подругой, и тут тоже такая возникает спорная ситуация, тоже ей как бы непросто с этим справиться, вот, с этим фактом, да, принять это. Ну, там, в общем, много таких моментов, да, вот возникает и показывают, как она справляется с той или иной ситуацией, и потом разворачивается событие так, что ей приходится там вступить в борьбу с этой огромной корпорацией многомиллионной, да, с вот этим большим капиталом американским, и она начинает, ну, как бы в открытую ей не дают делать добрые дела, и она начинает как бы уже скрыто продолжать свою борьбу, и как бы получается так, что она, ну, как бы так, чтобы сильно не спойлерить, вам объяснить, да, она сталкивается там с разными людьми, одни пытаются вроде бы, ну, как бы она хочет, чтобы ей, конечно, помогали, ищет поддержки там у коллег и так далее. Одни ей помогают, другие, наоборот, мешают. В общем, там вот много таких ситуаций, каких-то и забавных в связи с этим возникает. Вот, и, в общем, и парадокс состоит в том, что люди, с которыми она много лет проработала и ожидала от них поддержки, они абсолютно ее не понимают, так как они очень зациклены на себе, на достижении своего собственного успеха. А люди, с которыми, наоборот, она считала, что ничего ее не связывает, и она такая белая ворона среди них, наоборот, в какой-то момент ей помогают, когда ей нужна помощь, поддержка, и в трудную минуту они приходят ей на помощь. Ну, а для чего я тут, конечно, эти парфюмы все притащила? Я тут хотела тоже как бы немножко подобрать парфюмы для этой героини. И вот тоже, допустим, парфюм Нео Натура от Ив Роше мог бы подойти нашей героине, которую зовут Эмми, кстати. Я вставлю фотографии. В общем, этот парфюм мог бы ей подойти, когда она только вернулась из путешествия, из реабилитационного центра. Он пахнет каким-то средством для загара или какой-то вот такой загоревшей кожей, каким-то песком на пляже, морским немножко, морскими нотами. В общем, вот такой вот парфюмчик. Это Нео Натура Сафель. Называется в переводе «Дыхание», по-моему, что-то в этом роде. Это Ив Роше. В общем, этот парфюм подходит для отдыха. В общем, я его подобрала как парфюм, когда героиня вернулась из реабилитации, и там есть такой момент, когда она собирается на работу, устраиваться вот снова, да, возвращаться, и мама ей говорит: Эми, ты не очень ну, странно оделась для этого мероприятия, ты ведь вроде как на работу едешь, да, но она говорит, ты как-то выглядишь как хиппи, в общем, что-то в этом роде она сказала, ее мама. Да, там с мамой тоже у нее такие сложные отношения, и тоже вот поднимается вот проблема вот этих отношений, да, родителей и детей. В общем, да, второй, вернее, вот этот аромат от марки Juicy Couture подошел бы героине Эми, когда она ходила на работу, когда уже ее приняли там на определенную должность. Тоже с этим там было связано много разных там перипетий сюжетных. В общем, пока ее взяли на работу, и там ее что-то многое там не устраивало. И она, в общем, была в шоке своей этой новой работы и жизни. В общем, ее все это, конечно, бесило. И она, ну, поначалу, потом она там уже по-другому начали события разворачиваться. В общем, этот аромат бы подошел ей. Она такая блондинка высокая, с длинными волосами. А это аромат такой вот, тут и травы, и цветы, гиацинт. Вот такой зеленый, он свежий, цветочный, такой летний аромат. Вот вы знаете, я вообще для нее подобрала такие ароматы не слишком кричащие, ну, по крайней мере, да, вот эти два такие не сильно кричащие, потому что, ну, это настолько такая яркая личность, как вот в этом фильме она предстала, такой яркой личностью, что
ну, как мне представляется, что ей вообще какие-то сладкие ароматы не подошли бы, потому что, ну, вот она настолько сама по себе яркая, что носить ей еще сладкие ароматы, это было бы уже, ну, ей даже это не нужно, да, не нужно подчеркивать ни свою какую-то сексуальность, вот там нет этого вайба вот в ней вообще, вот в ней больше просто такая вот какая-то взрывная энергетика, вот такая активность, вот эта настроенность на добро, чтобы помочь, не знаю, людям всей земли. Там есть, показывают каких-то бастующих людей, которые вышли на улицы, и она тоже вот так вот проникается их проблемами там в какой-то момент, и начинает их поддерживать. В общем, ну, такие вот моменты, которые показывают, да, вот эту ее вовлеченность во все эти проблемы. Ну, то, что она вообще о себе не думает в этот период своей жизни, вот полностью как-то сосредоточена на каких-то других вещах, на глобальных проблемах, проблемах там разных слоев населения в Америке. Вот. Там этот бы аромат подошел ей там на повседневную носку, да, для работы. Вот такой вот тоже он зеленый, прозрачный, цветочный. Потом аромат вот этот, это Paco Rabanne Ultraviolet. Я считаю, он бы ей подошел для каких-то таких совещаний с начальством, для каких-то проблемных моментов, которые возникали в этом сериале, там, где ей нужно было пройти собеседование, или же там еще было совещание, на котором она должна была зачитать свой доклад. Ну, потом с этим возникла там тоже такая неприятная для нее ситуация, неприятный сюрприз ее ждал, когда она наконец-то добилась того, чтобы ей разрешили зачитать этот доклад. Вот, и потом ее там постигло немножко неприятно, как бы такой, да, неприятный сюрприз, который ее, как вроде бы бывшие, да, друзья и коллеги, которые вот так как-то с ней обошлись там не очень красиво, ну, в общем, вот. И вот этот аромат, он такой, как бы придает стержень, он такой энергичный, он такой солнечный. В общем, он способен как-то вот придать такую вот, ну, какую-то деловую активность, что ли, женщине, да, ну, как-то ее, ну, поддержать в этот момент, как-то, ну, не дать ей как-то проявить слабость. Вот такой аромат для такой яркой, сильной женщины. Вот в такие моменты, я думаю, мог бы он, в экстремальные такие моменты этого сериала, она бы могла вот так пахнуть, воспользоваться таким ароматом именно для какой-то вот поддержки своего такого активного состояния, да. Вот. Потом там тоже был такой некий романтический момент в этом сериале, когда она встречает мужчину, который ей нравится, там чуть ли не с первого взгляда, и у них завязываются отношения. Вот. Они начинают там ходить на свидания какие-то, но в то же время это связано и с рабочими моментами, и с моментами вот этой ее борьбы с корпорацией, вот с этим всем, как сказать, с этой корпорацией зла, как говорится. И мне кажется, вот этот вот парфюм от марки Лалик подошел бы для романтического свидания Эмми, так как он пахнет такими очень хрустальными, красивыми цветами. Это для меня такой какой-то весенний аромат, и мне кажется, вот он передал бы вот это настроение романтичности. И вот вы знаете, там вот, как мне показалось, вот я увидела в ней такую какую-то вот в эти моменты такую наивную девушку, вот как будто бы, да, ей снова там, не знаю, 16 лет, и она идет на свидание, и как-то так это все трогательно выглядит. Я вижу в ней тогда не какую-то роковую там львицу, царицу, а какую-то просто наивную молодую девушку, когда она влюблена. Вот этот аромат Ламор от Лалик. Вот тут очень красивый флакон. Вообще я хотела снять обзор на этот аромат, но как-то так пыталась, но так и не выложила то, что сняла. В общем, мне не понравилось. Но тут тоже целая там была история его покупки. Ну, когда-то, наверное, сниму. В общем, это аромат такой вот очень романтичный. Романтичный. Для свидания Эми с ее новым кавалером, мне кажется, он лучше всего подходит. Очень тут такие приятные хрустальные весенние цветы. Мне очень нравится этот аромат, хотя он тоже такой на любителя, он белоцветочный. Я знаю, что не всем он нравится, кого-то даже он душит. Ну вот насколько разное, да, у нас восприятие ароматов, что вот для меня это просто какие-то свежие хрустальные цветы.
вообще не напрягающее ни в коем случае. Вот. И еще один аромат в моей подборке — это Coco Mademoiselle от Chanel. Это аромат, там тоже был такой момент в сериале, когда Эми пошла со своим новым коллективом на вечеринку в клуб, и там они, в общем, танцуют, зажигают, веселятся. Она там в таком вечернем наряде, таком из 2000-х. Вообще сериал в 2011 году вышел. Вот. И, ну, то есть он как бы не новый, но очень классный. В общем, этот аромат подошел бы Эми для этой вечеринки в клубе, потому что, как я представляю, ну, он тоже такой вот свежий-сладкий. Вот это единственный тут такой немного сладковатый аромат. Чуть более сладкий, такой как вечерний вариант для нашей героини, которым она бы могла пахнуть на этой вечеринке, где все были немного выпившие, такие, ну, как корпоративчик такой небольшой. Она была с такой интересной прической, в интересном таком симпатичном вечернем платьице коротеньком. Ну и там тоже такие происходили события, тоже немаловажные на этой вечеринке произошли, которые тоже повлекли там за собой некоторые последствия для героев сериала и для главной героини. В общем, там все так закручено, в общем, очень интересно. И этот парфюм, так как он очень популярен, мега популярен, и все его знают, то есть я думаю, что у этой героини точно он должен был быть, потому что, ну, как я ее вижу, то ей точно некогда выбирать ароматы, вот так, как это делаем мы, любители парфюмерии. Она точно не будет там заморачиваться с нотами и прочим. Да, в общем, я считаю, что ей некогда заморачиваться с выбором аромата, и она точно бы могла выбрать такой беспроигрышный вариант для похода в клуб. На вечер это очень классный вариант, и для блондинки подходит. Ну, вообще этот парфюм подходит для любой девушки, не зря он так популярен, он очень универсальный. У меня он недавно появился, но я уже успела оценить его все достоинства. Он не душит своей сладостью, ну, вернее, тут зависит от, конечно, дозировки нанесения, но он такой свежесладкий, можно сказать. В нем есть и цитрусовые ноты, и пачули, и цветы, и ванильность. То есть тут как бы такой баланс между цитрусовой свежестью и сладостью. Вот. Ну и, конечно, Эми бы он очень подошел. Я прям вижу на ней этот аромат, вот как вечерний вариант. Что еще хочу сказать об этом сериале? В общем, как мое такое итоговое мнение, да, это то, что он поднимает очень много вопросов, таких, которые, наверное, не знаю, каждый из нас или нет, но рано или поздно задается этими вопросами, или же, конечно, ну, я, по крайней мере, точно задавалась. И тут поднимается вопрос первоначально, допустим, это и отношения с родителями, между детьми и родителями, и отношения с бывшим мужем, вот там показаны ее отношения. И так как ее бывший муж, он был зависимым человеком, там и алкогольная, и наркотическая зависимость, в общем, и такой момент показан в ее жизни. И все это вроде как показано как такое что-то легкое и непринужденное, но, конечно, когда мы нашу жизнь, да, рассматриваем, мы понимаем, что это совсем все не так легко, как оно вот на экране. Ну, потому что сериал все-таки такой несколько такой вот легкий и комедийный, с одной стороны, но вот эти все моменты тоже в нем показаны не с точки зрения какого-то веселья, а уже так более серьезно, да. И тут очень тоже много аналогий, наверное, многие из нас могут провести со своей жизнью, вот многие, наверное, с этим сталкивались тоже. И для многих эти вопросы актуальны, да, там и вопрос зависимости ее мужа, и созависимости ее с ним, да, то, как она переживала эти все моменты, потом момент там с ребенком, тоже для меня такой в одно время был тоже актуален. Потом момент вот этого карьерного продвижения, да, и готовы ли мы платить цену за карьеру, готовы ли мы поступиться совестью за какие-то блага, да, за какое-то вот это продвижение по карьерной лестнице. Там в конце сериала возникает такой вот тоже моральный вопрос, да, на что мы готовы пойти для того, чтобы продвинуться в карьере. Готовы ли мы продаться вот этому большому капиталу за какие-то, не знаю, зарплату, за должность, на что мы готовы пойти, да, чтобы добиться успеха, скажем так, в жизни, да, или же лучше не добиться успеха и сохранить там где-то свою совесть, где-то свою,
индивидуальность. Вот такие вопросы поднимаются в этом сериале. Также вопрос еще каких-то бывших отношений, да, прошлых отношений. Нужно ли строить новые отношения или пытаться спасти старые? Что для этого мы тоже готовы делать? Готовы ли мы там снова, да, войти в одну реку, попытаться дважды, да, и пытаться как-то вытянуть человека, который для нас много значил раньше, да, или же мы все-таки хотим идти дальше, переступить и забыть прошлое. Вот. В общем, очень много таких вот каких-то психологических вопросов. Да, и вот этот аромат, кстати, вот этот Эсти от Estee Lauder, я его посвящаю маме, главной героине. У нее такая мама тоже блондинка, у нее есть маленькая собачка. Она там разводит розы у себя в саду. В общем, такая типичная, такая миленькая американская пенсионерка. Вот эти их взаимоотношения, как они тоже пытаются их выстроить, тоже вспоминают какие-то свои прошлые ошибки, какие-то, в общем, очень много вопросов поднимает этот сериал. Я вам очень рекомендую его посмотреть. Особенно вот это, конечно, сериал для женщин. Это, конечно, я думаю, вряд ли мужчины такое захотят смотреть. Но для женщин он очень такой вдохновляющий, очень, если вы любите такое вот слегка психологичные сериалы. Кстати, этот сериал снял режиссер Майк Уайт, который снял сериал «Белый лотос». Если это вам о чем-то говорит, вот «Белый лотос» сейчас такой нашумевший популярный сериал. И вот там он даже снимается там в одной из ролей, тоже играет он там друга Эми, коллегу. Ну, как я вижу суть этого сериала, то мне кажется, что она в том, чтобы ответить себе на вопрос, может ли один человек победить систему. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Всем удачи, хорошего дня и пока-пока.